конце XIX века фермер Джеймс Хант совершил поступок, который тогда казался странным, а сегодня почти безумием. В 1896 году он погрузил сотни овец особой породы на корабль и отправил их на отдаленный остров в Тихом океане, где не было ни людей, ни построек, только ветер, камни и холод. Остров считался бесплодным, и именно поэтому Хант выбрал его, надеясь, что природа сама создаст условия для разведения овец и производства ценной шерсти. Остров был открыт в начале XIX века, но долгое время использовался лишь для временных стоянок моряков. Позже, когда государство разрешило брать земли в аренду под скотоводство, сюда привезли первые овцы. Первая партия животных жила тяжело, постоянные штормы, холодный ветер и суровые условия угрожали их выживанию. Тем не менее, стадо росло, а новые партии овец прибывали все годы, и к началу XX века их на острове было уже 1000. Но с ростом численности появилась проблема. Овцы поедали все вокруг. Местная растительность начала исчезать, ресурсы истощались, и хозяйство пришло в упадок. В 1930-х проект закрыли. Людей эвакуировали, а овец оставили на острове. Для домашних животных это означало смерть. Они были полностью зависимы от человека, не умели защищаться и выживать самостоятельно. Однако остров оказался особенным. Нет хищников, холодный ветер и скалы защищали животных от болезней и паразитов. Слабые погибли, а самые выносливые приспособились, научились искать пищу, переживать холод и штормы. Они дали потомство, и поколение за поколением овцы менялись, становились сильнее, выносливее и более приспособленными к жизни в дикой природе. Прошли десятилетия. Растительность постепенно восстановилась, а потомки первоначальных овец уже сильно отличались от материковых. Когда люди вновь вступили на остров, они ожидали увидеть пустые пастбища и кости, но вместо этого нашли сильное, здоровое и необычное стадо. Эти овцы были крупнее, с длинными ногами и крепкой, жесткой шерстью. Они не подчинялись человеку, не подходили к еде привычным образом и вели себя как дикие животные. Ученые поняли, что стали свидетелями уникального эволюционного процесса. Из полностью домашних овец, оставленных на изоляцию, сформировался особый, адаптированный к суровым условиям вид. Самое удивительное, их потомство выживало самостоятельно, без помощи человека, и здоровье стада было удивительно крепким. Позже люди пытались спасти часть овец, перевести на материк и сохранить как редкую породу. Но даже там животные не привыкли к обычной фермерской жизни. Они были дикими внутри, не доверяли людям и легко испытывали стресс. Те, кто выжил, стали живыми реликтами, показывая, как быстро природа может адаптировать зависимые от человека виды к самостоятельной жизни. История овец с этого острова – пример того, как изоляция, суровые условия и естественный отбор могут преобразить вид за несколько поколений. Это напоминание о том, что природа способна переписать правила, если человеку позволить исчезнуть из уравнения, и что последствия таких экспериментов могут быть непредсказуемыми и удивительными.